Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вот эту работу я собиралась подарить вам, объяснить и, естественно, провести уже, наверное, месяца 3. И никак, вот просто никак, руки не доходили до этого. Потом, то есть я все это переписала, поэтапно написала, как, что подготовила для того, чтобы вам подарить. И куда-то делась у меня книга теней. Не могу найти, и все. Все перерыла, не нашла. Потом позавчера перекладываю книги, пересматриваю то, что мне нужно. И она прямо упала передо мной и раскрылась. И я поняла, что это знак, и пришло время вам подарить грузинскую чистку «Возврат врагу». Во-первых, хочу вам сказать, что чистки с возвратом врагу, месть врагам, просьба о справедливости у Вселенной – это не порчи, вопреки тем глупостям, которые вы слышите. Порча – это целенаправленный удар по человеку. Неважно, виноват человек или вы просто хотите навредить. Это целенаправленный удар. И простому человеку такие вещи делать очень опасно. И нежелательно, и нельзя, и запрещено. Но существует вселенская справедливость. Испокон веков люди шли к своим святыням, к своим богам, к храмам своих богов. Позже уже христианство, ислам шли уже в мечеть, либо в церковь, просили справедливости. Были суды Бога, так называемые, когда люди сражались между собой, и на чьей стороне был Бог, как говорилось, кто был прав, тот побеждал. Были суды религиозных лидеров, сельские суды, где люди клялись перед иконами, клялись перед святынями, клялись своим Богом, могилой своих предков и так далее. Давали клятвы страшные для того, чтобы доказать свою правоту и получить справедливое возмездие, наказание для врага. Это нормально. Человек, даже животные, у животных есть чувство справедливости. Когда их обижают, они могут обидеть в ответ. Человек не должен быть рабом, он должен отстаивать свое право. Если он прав, он не должен бояться возмездия. Если вы лицемерно говорите о том, Бог ему судья, я прощаю, я ничего не хочу, мне ничего не надо, а сами потом говорите, что нет справедливости, потому как ваш враг нагло живет и процветает, не удивляйтесь, вы этими словами даете сигнал. Все нормально, отбой, мне не нужно, чтобы его наказывали, я согласна. Все хорошо, я смирилась с этим. Так чего вы хотите? Вы хотите лицемерно говорить одно, но в душе хотите другое? Так не получится. Ваше дело, помыслы, желания и слова должны совпасть. Тогда только получится в вашей жизни что-либо. Еще раз говорю, ваши дела, ваши слова, ваши помыслы и прочее должны совпасть. Тогда создается определенная энергия для сдвига с мертвой точки. Это как в жизни. Я сделаю, я пойду, я хочу сделать, я намерена, я планирую. На деле вы ничего не делаете, лежите на диване, а в мыслях вроде хотите, но в подсознании еще не готовы. Естественно, у вас ничего не будет. Вот когда это все вместе совпадет, будет определенная энергия, которая поможет вам двигаться вперед и сделать то, что вы хотите. То же самое здесь. Хотите наказать? Не скрывайте это. Говорите, я хочу справедливого суда. Не нужно много, но столько, сколько он мне причинил боли, пусть возвращается ему. И точка. Так вот, эти ритуалы – это возврат боли. Если человек вам не сделал ничего плохого, ему ничего не будет. Потом, здесь не называется имя. Во многих ритуалах возврат порчи и прочее имена не называются, не говорят там Петрович или там Михалыч, пускай вот там с ним что-то случится. Нет. Вы никому не говорите конкретно, вот пусть с ним будет так. Вы говорите, кто мне желает, кто мне мешает,
Кто действительно, может, вам кажется, что этот человек вам вредит, а на самом деле он не виноват, так ему удар не пойдет. Почему в моих ритуалах возмездия врагам неожиданно совершенно для вас наказываются люди, о которых вы думать не могли? Но потом, когда начинаете копаться, вы узнаете, что, оказывается, этот человек сделал то, это, оказывается, пытался... Вы знаете, такие были невероятные случаи, когда люди просто не верили, что их близкие люди, друзья, которым они 100 раз помогли и так далее, могли им делать подлость. И вот они наказываются, и она мне пишет, что я даже не знаю, у меня такое чувство, прям я вот как-то переживаю, вдруг она не виновата. Я говорю, силой невиновных не наказывают. Силой вы не обманете, они прекрасно знают, кого наказать. И через некоторое время человек говорит, вы знаете, вы были правы совершенно. Оказалось, женщина, у нее был ресторан, она взяла ее сначала там работать гардеробщицей, потом устроила ее официанткой, потом уже дала ей возможность администратором работать. Постепенно ей помогла. Она одна поднимала своих детей. А потом оказалось, что... и начали как бы их ресторан постоянно проверять, приезжать, все такое. Оказалось, что она ходит и пишет заявление на нее. То есть она в сговоре с полицией там, или с налоговым, чтобы заработать денег с нее, пишет о ней заявление. Специально, значит, остается вечерами на кухне, там что-то кладет в холодильник, мясо покупает, берет, которое несовместимо, да, не должно быть у них. И потом приходит проверка, проверяют их, штрафуют. И она не могла понять, откуда это вообще может, как так вообще. Вроде все проверяется, все. Потом начали, значит, установили камеры скрытые и не сказали никому. Скрытые камеры показали, как она идет, меняет все, перекладывает все. То есть и прочее, прочее. И она просто была в шоке от этого. И она сказала, вот реально. То есть через некоторое время у этой женщины произошли одна катастрофа за другим. Естественно, ее уволила она, и эти все доносы прекратились. Но она свое истинное лицо раскрыла. И когда она говорит, я повернулась и говорю, Надя, зачем ты со мной так поступила? Я же тебя просто голодную с улицы подобрала и ради твоих детей устроила на работу, причем дала хорошую должность. Она сказала, ты что думаешь, что если ты мне помогла, я за это буду тебя любить? Да я тебя ненавижу. Вот такие, как ты, жируют, а я вот одна поднимаю детей. Понимаете, вот, вместо благодарности оказалась у нее огромная ненависть к ней. Так что я хочу вам сказать, что духи невинного не накажут. Тем более, что вы имен не называете. У меня есть уже чистки «Грузинская сила». Я рассказывала о грузинской магии. Не будем зацикливаться. Можете посмотреть грузинские ритуалы, «Ведьмина изба». Набрать и все ритуалы, все скоропомощники, шепотки, заговоры смотреть. И я там рассказываю именно о силе картлийского языка. Некоторые говорят, а зачем ритуалы на разных языках? Это просто как бы для разнообразия. А я миллион раз рассказывала, у каждого языка есть своя энергия. У каждого народа есть своя энергия. У нас есть генетическая память. Иногда совершенно не имея ничего общего и родства с этим народом, у нас может так совпасть энергия, что этот ритуал у вас получится. Некоторые обожают монгольские ритуалы. Некоторые любят делать мои скандинавские ритуалы. Некоторые любят армянские и грузинские ритуалы. Говорят, им помогает, хотя они совершенно славянской внешности и национальности люди. Понимаете, это дается разнообразие для того, чтобы чем больше у вас будет возможностей, тем больше, скажем так, тем больше увеличивается шанс на то, что у вас получится, то, что вы делаете. Теперь, если вас преследует, если вы знаете, кто это делает, не называйте имя, неважно. Если это действительно этот человек, он накажется. Или не знаете. Если вас преследует, и вы не знаете, как быть с этим. Если вы устали, если у вас постоянно из ниоткуда какие-то проблемы, и вы понимаете, что это кто-то создает. На работе идут, на вас капают. Либо зависть человеческая, посылы, сплетни. И вот вы чувствуете, что что-то не то в вашей жизни. Или откровенно вас преследуют, хотят посадить, подставить,
ну, не знаю, в семье, свекровь, сноха или кто-то еще там. В общем, делают вам зло. Почистить это и вернуть. Как это сделать? Во-первых, соляной кристалл, который впитывает в себя всякий негатив. Об этом мы говорили. Яйцо, в котором есть живая плоть, живая жизнь. То есть вместо себя отдать кровь птицы. Черные свечи, могильник. Трава могильник, который является как бы энергетическим связующим между миром мертвых и миром живых. Черные, обязательно восковые свечи. Нужны здесь и точка. Определенное количество точно не могу сказать, потому что смотря как они быстро растают, да? 6, 7, 8 свечей. Черная материя. Итак, посыпьте соль, положите яйцо. Потому что вот это потом, вот эту черную материю вы вынесете и выкинете. Вместе с сожженным могильником, свечами и той свечой, которую вам нужно будет капать. 6 игл, здесь 8, ну я использую 6. Они очень, то есть вот именно ритуалы закавказских народностей, они очень сильны. Да и все сильны, но эти особенную силу имеют именно в наказании врагов. Следите за тем, что я буду делать, и точно так же повторяйте. Значит, слушай меня внимательно. Ничего ничем заменить нельзя. Нет черного воска, значит, не проводите. Проводите другой ритуал. Нет могильника, не можете заказать, значит, не проводите. В ритуалах должно быть именно так, как я говорю. Это есть ключи, это есть основополагающие ритуала. Одного не хватает, второго, третьего, ритуал не получается. Все должно быть в совокупности. Зажигаем могильник, свечи и начинаем, значит, свой ритуал. Через некоторое время вы воочию убедитесь, как будут наказываться ваши враги. Просто до удивления. Рассказывать не буду, потому как вы сами знаете, уже не раз испытывали силу моих работ. Теперь, поскольку на другом языке, для четкости я начала записывать, потому что меня отвлекает, как бы я совершаю несколько действий вместе, мне немножко непросто и снимать, и показывать ритуал, и говорить. И бывает, что как бы ошибаюсь, приходится повторять. Поэтому я буду выставлять записи. Какая разница? Разницы никакой не вижу. Итак, поехали. Итак, у нас могильник горит. И он, как бы, он должен гореть. Мы не должны на это отвлекаться. Мы делаем свое дело. Для начала берем иглы. И нам нужно будет каждый раз протыкать яйцо. Как это получится, неважно. Главное протыкать. Итак, начнем. Немножко плохо горит. Надо будет чуть-чуть добавлять иногда некую жидкость, чтобы... Или спирт, чтобы он лучше горел. Угу. Отлично. Начинаем. Вначале мы говорим и протыкаем яйцо. Потом оставляем эти иглы там. И дальше, значит, капаем вокруг яйца на соль. Мы говорим еще 5 раз. То есть в общем количестве 6 раз. Потом ждем, когда догорят свечи. Тушим, когда уже мало остается огарков. Кидаем сюда остаток сгоревшего, значит, могильника. Точно так же
ждем, пока остывает, все это сюда пересыпаем. И нужно связать это все узелком. На следующий день это нужно закопать. И сверху положить 6 монет и говорить: откупаюсь. И уходить, не глядя. Но это нужно закопать, вынести за дом, далеко от дома. Не в доме, не в огороде своем и не где-то поблизости. Я понимаю, что сейчас снег и прочее, но, значит, подождите, сейчас уже, в принципе, уже тает. Но в южных странах уже можно это провести вполне спокойно. Начнем. Շավի խավեբի, այղետ միցա, տաղարետ հորմոշի, օրմո դախուրետ, էս օրմո չեմի արարիշ, չեմիմ տրիս սասապլավոա. Далее. Протыкаем яйцо. Вот не знаю, как у меня это получится, потому что не твердое, то есть, точнее, твердое. Нужно ее протыкать. Если не получается, ритуальным ножом можно проткнуть и туда, значит, сунуть иглу, грубо говоря. Но выхода нет. Они должны быть, иглы должны быть там. Вот таким вот образом. Если не получается проткнуть, значит, делаете маленькую дыру и все эти иглы кидаете туда. Потому что либо нужно иглой проткнуть и туда кинуть эти иглы, либо таким образом. Но иглы должны оказаться внутри, то есть туда скинуть. Еще раз включаем и начинаем. Первую часть. Շավի խավեբի, այղետ միցա, տաղարետ հորմոշի, օրմո դախուրետ, էս օրմո չեմի արարիշ, չեմիմ տրիս սասապլավոա. Итак, первая игла. Շավի խավեբի, դալիետ սիսխլի, չեմի կիարա, չեմի տրիսա, պիրվելի նեմսիմ, տրիս գուլշի. Отлично. Второе. Მეორე նեմսիմ, տրիս թավշի. Третье. Մեսամե նեմսիմ, տրիս թվալշի. Четвертое. Մեսամե նեմսիմ, А, это уже сказала, извиняюсь. մեոთხե նեմսիմ, տրիս էնաշի. Пятая игла. Это перечисление того, что вы делаете. Մեխութե նեմսի, բորոտե բաշեա չերեպս. Так, далее. И шестое. Մեքսե նեմսիմ, տեր շեա չերեպս. Итак, вступительное. Потом каждый раз, значит, туда класть иглу и говорить по очереди. Еще раз включу все общее и перейдем ко второй части. Շավի խավեբի, այղետ միցա, տաղարետ հորմոշի, օրմո դախուրետ, էս օրմո չեմի արարիշ, չեմիմ տրիս սասապլավոա. Потом начинаем по очереди туда, значит, сувать эти иглы и говорить. Շավի խավեբի, դալիետ սիսխլի, չեմի կիարա, չեմի տրիսա, պիրվելի նեմսիմ, տրիս գուլշի.
მეორე ნემსი მტრის თავში. Сейчас, извиняюсь, исправлю. Далее. მესამე ნემსი მტრის თვალში. მეოთხე ნემსი მტრის ენაში. მეხუთე ნემსი ბოროტება შეაჩერებს. მეექვსე ნემსი მტერს შეაჩერებს. Итак, когда уже все иглы использованы, так и оставляем. И вторую часть говорим. Потом то же самое, просто говорим сверху еще 5 раз. То есть общее мы говорим все это 6 раз. Капаем. Видите, если оно тухнет, это значит есть зависть на человека. Ну, смотря что именно. Может свеча прям гореть, как бенгальская свеча. То есть бенгальский огонь, извиняюсь. Поскольку она вбирает в себя, от вашей энергии забирает в себя эту зависть. Тем более на соль и на яйцо. Это все живые материи, которые забирают все, что на вас наговорили, сказали, ненавидели. Зависть в основном с глаз и так далее. Это смертельные, скажем, порчи и проклятия не снимает, но снимает закрытие дорог, если у вас останавливается бизнес, если вам, ну, прям вот ни из ниоткуда постоянно какие-то непонятные начинают идти, сыпаться неприятности. Знаете, иногда после чисток и после всего у человека все хорошо, потом торможение идет. И я об этом говорила миллион раз и повторяюсь. Зависть, когда вы начинаете подниматься, вокруг это не могут не заметить. Значит, вам надо все время очищать себя, то есть убирать то, что на вас направляется. Не обязательно навели специально. Просто пожелали, просто зло посмотрели, просто начали делать злые посылы, желать нехорошие вещи. И уже дела начинают портиться у человека. Это нормально, в принципе. Поэтому все время очищайте, возвращайте им обратно и открывайте дороги. Итак, вторая часть. Начинаем капать и читать. მგლები, ხეცები, მოშორდი ჩემ გზიდან. მარილიანი ცრემლებით იტირეთ. საფლავში დამალვით. დაბრუნებთ კივილი, ბოროტება, შური. Неважно, против часовой или по часовой, главное вокруг. Вот так вот капая. Дальше. რაც გამიგზავნეს, რაც გამიკეთეს სასაფლაოში, უკან აიღეთ. რაც გამიგზავნეს, რაც გამიკეთეს გზაჯვარენდინზე, უკან აიღეთ. ახალი, ძახალი, შავი დაალი, საიდან მოხვედით, უკან დაბრუნდით, ეგრე იყოს. ამენ. Дальше. Опять же, все начинаем говорить сначала, но без игл, но капая на соль. И повторяем. Голова может закружиться. У меня уже закружилась голова. Ноги начинают дрожать. Это чистка, и она очень сильная чистка. Как это все убрать, как откупиться, вначале уже я сказала, поэтому повторяться не буду. Итак, начнем. შავი ყვავები, აიღეთ მიწა. დაღარეთ ორმოში, ორმო დახურეთ. ეს ორმო ჩემი არ არის, ჩემი მტრის სასაფლაოა. შავი ყვავები, დალიეთ სისხლი, ჩემი კი არა, ჩემი მტრისა. პირველი ნემსი მტრის გულში. მეორე ნემსი მტრის თავში. მესამე ნემსი მტრის თვალში. მეოთხე ნემსი მტრის ენაში. მეხუთე ნემსი ბოროტება შეაჩერებს. მეექვსე ნემსი მტერს შეაჩერებს. მგლები, ხეცები, მოშორდი ჩემ გზიდან. მარილიანი ცრემლებით იტირეთ. საფლავში დამალვით. დაბრუნებთ კივილი, ბოროტება, შური.
რაც გამიგზავნეს, რაც გამიკეთეს სასაფლაოში, უკან აიღეთ. რაც გამიგზავნეს, რაც გამიკეთეს გზაჯვარენდინზე, უკან აიღეთ. ახალი, ძახალი, შავი დაალი, საიდან მოხვედით, უკან დაბრუნდით, ეგრე იყოს. ამენ. И вот так вот сверху еще 6 раз. Очень сильно помогает, когда вот ощущение, как будто, знаете, на вас давит прям черная энергетика, нервозность дома, злость какая-то, деньги опять никуда тратятся, то есть какие-то непредвиденные расходы, все такое. Ты замечаешь, что начинается опять зависть, опять ненависть вокруг. Очень хорошо помогает от сплетен, от преследований на работе, вот и прочее, прочее. Итак, еще раз начинаем все это слушать. То есть один раз я уже объяснила с иглами, второй раз, то есть следующий уже 5 раз сверху, просто капая воском на соль. А потом это все собрать, следующий день отнести, закопать, оставить 6 монет, сказать «откупаюсь» и уйти. И сразу идет удар. Удар идет, в принципе, в тот же день, в ту же ночь. Да, делать это нужно ночью, любой день можно, но ночью, когда в сумерки. Или ранним утром, или ночью. Сумерки, солнца не должно быть. Тогда сильнее силы. Начнем. შავი ყვავები, აიღეთ მიწა. დაღარეთ ორმოში, ორმო დახურეთ. ეს ორმო ჩემი არ არის, ჩემი მტრის სასაფლაოა. შავი ყვავები, დალიეთ სისხლი, ჩემი კი არა, ჩემი მტრისა. პირველი ნემსი მტრის გულში. მეორე ნემსი მტრის თავში. მესამე ნემსი მტრის თვალში. მეოთხე ნემსი მტრის ენაში. მეხუთე ნემსი ბოროტება შეაჩერებს. მეექვსე ნემსი მტერს შეაჩერებს. მგლები, ხეცები, მოშორდით ჩემ გზიდან. მარილიანი ცრემლებით იტირეთ. საფლავში დამალვით. დაბრუნებთ კივილი, ბოროტება, შური. რაც გამიგზავნეს, რაც გამიკეთეს სასაფლაოში, უკან აიღეთ. რაც გამიგზავნეს, რაც გამიკეთეს გზაჯვარენდინზე, უკან აიღეთ. ახალი, ძახალი, შავი დაალი, საიდან მოხვედით, უკან დაბრუნდით, ეგრე იყოს. ამენ. Кстати, отличная практика вот таким образом голосовые делать, потому что отвлекаюсь и как бы иногда устаю, а так готовы уже начитанное, просто включить и так легче, не буду и читать, и отвлекаться. Я не знаю, как вам, лично мне, честно говоря, стало очень легко, слетела вся усталость и такая тяжесть, которая давила голову, потому что устала, она полностью улетучилась. Немного голова закружилась и прошло. Перед глазами проясняется. И ощущение сильное такой, знаете, приток крови, который идет просто по венам к вискам. Легче становится резко. Так что проводите, очищайте свою энергетику, отправляйте. А тот, кто вам желает плохого, тот, кто хочет вам навредить, пускай отвечает по справедливости. Потому что если мы будем вечно прощать, то от баранов мы ничем отличаться не будем. А мы не хотим быть безмозглыми животными, мы хотим быть людьми, у которых есть своя воля, своя потребность, своя территория. И не лезьте ко мне. Живите у себя там, в своих шакальих сворах. А в наш львиный прайд лезть не стоит. Всем удачи, всех благ. И я думаю, что не стоит, не нужно, да, нет нужды каждый раз напоминать, что это мой авторский ритуал. Потому что если есть ритуалы, переданные мне, я об этом в том числе говорю.
Всем удачи и всех благ.